Глава 1131. Слухи. Мужчина средних лет посмотрел на женщину, услышав это, и послал передачу голоса всем присутствующим культиваторам. «Не смей чепуху». Этот человек — культиватор на поздней стадии зарождающейся души, и его духовное чувство охватывает гораздо большую область, чем ты можешь себе представить. А еще мог услышать то, что ты сказала раньше. Соблазнительная женщина испугалась, услышав это, и сразу же замолчала. Мускулистый мужчина и мужчина в лазурной одежде переглянулись между собой и сразу же замолчали. Мужчина средних лет сидел в своем кресле, слегка опустив голову, и в серовато-белых глазах вспыхнул холодный свет. 10 минут спустя свет в его глазах отступил, и он сказал, теперь он должен быть на расстоянии более 500 километров, поэтому он больше не сможет обнаружить, что здесь происходит. Однако все же перебдеть, чем недобдеть. Сказав это, он щелкнул пальцем, и с кончика его пальца тут же вырвалось пятно зеленого света, вырвалось вперед, исчезнув в толстой колонне неподалеку. Колонна загрохотала, и на его поверхности появился слабый зеленый свет. Колонны поблизости также начали резонировать с этой колонной, создавая барьер зеленого света, который охватывал небольшую область, в которой находились 4 культиватора. Теперь мы можем поговорить. Выражение на лице мужчины средних лет наконец смягчилось. «Вы очень осторожны, боевой дядя», — с улыбкой сказала соблазнительная женщина. «Имея дело с таким грозным существом, ты никогда не сможешь быть в безопасности», — холодно возмутился мужчина средних лет. Боевой дядя прав. Часто случается, что культиваторы этого уровня довольно своеобразные личности. Если мы случайно оскорбим его своими словами, тогда вся наша секта может быть разрушена в приступе его ярости. Если подумать, я не могу вспомнить этих двоих среди известных культиваторов зарождающейся души в нашей области моря рассеянных звезд, но этот человек, кажется, обладает обширными знаниями о нашей области моря рассеянных звезд, поэтому он не кажется иностранцем. Возможно, он действительно был в долгое время уединения, нерешительно сказал мускулистый мужчина в желтой одежде. Тем временем на лице мужчины в лазурной одежде сохранялось серьезное выражение лица. Он молча о чем-то думал, опустив голову. Мужчина средних лет заметил это и спросил: «Что ты думаешь, Шисюань?» «У меня такое ощущение, что я видел этого человека раньше», — пожилой мужчина поднял голову и сказал медленным голосом. «Ты его видел раньше». Все повернулись к нему с удивленными выражениями, услышав это. Его внешность была очень обычной. «Может, ты принял его за кого-то другого?» Спросила соблазнительная женщина. Его внешность действительно довольно проста, но я уверен, что видел этого человека давным-давно. Я понял. Его фамилия — Хань, и он был человеком, которого преследовала коалиция звездопада много лет назад. Пожилому человеку наконец удалось опознать Хань Ли. Мужчина средних лет был сначала ошеломлен, услышав это, а затем он спросил с мрачным выражением на лице: «Коалиция звездопада охотилась за культиватором зарождающейся души? Почему я не знаю об этом?» «Вы неправильно меня поняли, боевой дядя. В то время они охотились за культиватором формирования ядра, а не культиватором зарождающейся души. Тогда вы были в отъезде, а младший боевой брат Цуань и младшая боевая сестра Цзин еще не достигли стадии формирования ядра. Таким образом, старший военный брат Ма и я отвечали за нашу секту. Мы не думали, что это было важным вопросом в то время, поэтому мы не сообщали об этом вам. Это было около 200 лет назад, у меня все еще есть там самая нефритовая пластинка», — пожилой мужчина вспотел, объясняя это. Он порылся в сумке для хранения и достал нефритовую пластинку, которую затем передал мужчине средних лет. «Чепуха. Ты говоришь мне, что этот человек перешел со стадии формирования ядра на позднюю стадию зарождающейся души менее чем за 200 лет?» Выражение мужчины средних лет от этого стало еще мрачнее. Однако он взял нефритовую пластинку и просмотрел ее содержимое своим духовным чутьем. После увиденного, казалось, он не поверил своим глазам. В нефритовой пластинке была проекция человека в лазурной мантии с легкой улыбкой на лице. Он выглядел точно так же, как Хань Ли, и не было абсолютно никаких шансов, что он просто оказался на него похожим. Мужчина средних лет был в шоке. Прочитав сопроводительное послание в нефритовой пластинке, он убрал свое духовное чутье и погрузился в созерцание. 3 культиватора ядра формирования также молчали, увидев серьезное выражение лица мужчины средних лет. Они ждали, что он скажет. Наконец, на лице мужчины средних лет появилось решительное выражение, и он сказал холодным голосом: «Похоже, я действительно выдвинул против тебя ложное обвинение, боевой племянник. Человек, которого разыскивает коалиция звездопада, и человек, который только что был в нашей секте, один и тот же. Вы все держите этот вопрос в строгом секрете. Коалиция звездопада — колоссальная сила, но этот человек больше не является культиватором ядра формирования, каким он когда-то был. Я не хочу, чтобы наша секта была затронута их конфликтом.
В противном случае нам с легкостью может раздавить любая из сторон. Да. Поспешно ответили 3 культиватора формирования ядра. Культиватор среднего возраста, казалось, все тщательно продумал и отдал несколько приказов. Вам троим запрещено покидать секту в течение 30 лет. Возвращайтесь и сосредоточьтесь на культивации. У меня плохое предчувствие касательно всего этого. Внезапно появились 2 великих культиватора, и одного из них проблемы с коалицией звездопада. Скорее всего, с этого момента область моря рассеянных звезд погрузится в еще больший хаос. Скажите всем остальным ученикам проявлять больше сдержанности и чтобы они не покидали остров без жизненно важной необходимости. Наша секта должна сейчас затаиться. 3 других культиваторов были ошеломлены, услышав это, но им не оставалось ничего другого, кроме как выполнить его приказы. После этого все 3 покинули зал, чтобы привести его приказы в исполнение. Мужчина средних лет был единственным, кто остался в зале. Выражение его лица было крайне противоречивым и нерешительным, словно он все еще боролся с трудным решением. Через некоторое время на его лице появилось самоуничижительное выражение, когда он вздохнул: «Да будет так». Даже если он действительно культиватор, получивший небесный котел столько лет назад, и этот гигантский котел действительно был небесным котлом, какое это имеет отношение ко мне? Возможно, в этом мире есть люди, которые могут забирать сокровища у великих культиваторов, но я, конечно, не один из них. Если бы я распространил новости об этом, я бы, скорее всего, был бы убит. Затем он взмахнул рукавом по воздуху и исчез в полоске синего света. Зал снова был совершенно пустым. В этот момент Хань Ли уже покинул остров и, естественно, не знал о том факте, что простой секте желтого песка удалось определить, кем он был на самом деле, и что этот культиватор среднего возраста даже смог определить, что у него во владении был небесный котел. Однако в это не было ничего удивительного, поскольку тот факт, что небесный котел был захвачен, не был широко известен среди обычных культиваторов, но новость распространилась, как лесной пожар среди культиваторов зарождающейся души. Если бы не тот факт, что Хань Ли телепортировался в призрачную область и просто так впоследствии вернулся в небесный южный регион, его, скорее всего, бы выследила кучка культиваторов зарождающейся души, если бы он остался в области моря рассеянных звезд. Попытки коалиции звездопада выследить Хань Ли стали разочарованием для мастера Цзень-Иня и других старых монстров. Они хотели заставить Хань Ли раскрыться, но он уже покинул область моря рассеянных звезд, поэтому их планы закончились неудачей. По прошествии стольких лет события вокруг небесного котла поросли мифами и легендами. Хотя приказ об убийстве Хань Ли не был отозван, все уже забыли об этом. Тем не менее, новость о появлении зала небесной пустоты быстро распространялась по области моря рассеянных звезд. Оказалось, что подавляющее большинство культиваторов, которые были свидетелями этого явления на острове Горьких Ворот, были низкоранговыми культиваторами, но среди них были 2 культиваторов формирования ядра, которые просто пролетали мимо и по счастливой случайности знали о зале небесной пустоты и стали свидетелями его появления. Таким образом, они, естественно, распространили эту новость. Когда слухи начали распространяться, история стала приобретать неожиданный поворот. Например, история о том, что ледяной феникс хладнокровно убил культиватора зарождающейся души, в которой старый дьявол Хун пережил изнурительную битву перед тем, как его убили совместно 2 культиватора зарождающейся души. Таким образом, эта новость была все еще довольно шокирующей, но далеко не такой впечатляющей, как истинная последовательность событий. В противоположность этому, Хань Ли привлек много внимания, поскольку его видели манипулирующим гигантским котлом, который, как подозревали, был небесным котлом, таким образом побуждая многих людей установить связь между ним и пропавшим человеком из прошлого. Таким образом, многие культиваторы зарождающей души жаждали начать действовать. Хань Ли даже не знал, что коалиция звездопада отдала приказ об его охоте, и при этом он не знал, что у большинства культиваторов зарождающейся души есть его портрет. В противном случае он изменил бы свою внешность и путешествовал бы более скрытно. На своем нынешнем уровне силы он, естественно, не боялся, что на него нападут обычные культиваторы, но он также не хотел создавать себе проблем, так как это было бы пустой тратой его времени. В настоящее время он летел к небесному звездному городу в виде полосы лазурного света в соответствии с картой в его руке. По пути он пролетел через несколько островов, на каждом из которых он обменивал высокоранговые духовные камни, используя сокровища или редкие материалы. При этом он получил более 20 высокоранговых духовных камней. Хань Ли, естественно, был в восторге и еще больше стремился достичь того самого рудника духовного камня. Хань Ли также встречал много культиваторов по пути, но большинство из них были низкоранговыми, и никто из них не осмеливался мешать ему, поэтому он смог свободно путешествовать до сих пор. Среди культиваторов, попадавшихся ему на пути, было только 2 или 3 из более могущественных, которые бросили на Хань Ли смутные взгляды. Кроме того, никто не обращал на него внимания. Большинство из них не замечали того факта, что они только что пролетели мимо культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Пролетев более месяца, на горизонте появилось черное пятно.
Пролетев еще несколько часов, Хань Ли, наконец, увидел вдалеке простирающийся до облаков небесный звездный город, и на его лице появилась улыбка. Прямо в этот момент дюжина или около того полос света внезапно обрушились на Хань Ли издалека. Хань Ли просмотрел эти приближающиеся световые полосы своим духовным чутьем, и он был довольно удивлен тем, что обнаружил. Все полосы света были культиваторами, и в предстоящей группе было 4 или 5 культиваторов формирования ядра и даже один культиватор на ранней стадии зарождающейся души. Кроме того, аура культиватора зарождающейся души казалась знакомой, в результате чего в его сердце сразу же закрались подозрения. Однако он решил остаться на месте и не предпринимать никаких уклончивых мер. Глава 1132. Секретное послание. Группа культиваторов перед ним была одета в одежду Дворца звезд, что явно указывало на то, что они прибыли с небесного звездного острова. Хань Ли летел по воздуху без всякого намерения скрывать свое присутствие, поэтому эта группа культиваторов естественным образом заметила его. Поэтому они сразу же полетели к Хань Ли. Однако Хань Ли использовал технику, чтобы полностью скрыть свой уровень культивации. Таким образом, независимо от того, пытался ли культиватор заложения основ или формирования ядра узнать его уровень культивации своим духовным чутьем, они были поражены чувством, что Хань Ли был как клубок облаков и тумана, тем самым не давая им возможности определить его уровень культивации. В этот момент из группы раздался крик удивления. Хань Ли, изменившись в лице, повернулся к культиватору с белоснежным плащом, скрывающим черты его лица. Все тело этого культиватора было окутано массивным плащом, что не позволило Хань Ли определить его пол. Кроме того, даже сильное духовное чутье Хань Ли было не способно видеть сквозь плащ. Это было довольно неожиданное открытие для него. Однако аура, исходящая от этого человека, была очень знакома Хань Ли, и он был единственным культиватором зарождающейся души, поэтому он, естественно, решил выяснить, кто этот человек. Поэтому Хань Ли активировал свои глаза духовное прозрение и попытался насильно увидеть, кто был под плащом. «Привет, господин даосист Хань. Давно не виделись, как ты?» Однако прямо в этот момент из-под плаща раздался смешок женского голоса. После этого женщина сама откинула капюшон плаща, демонстрируя свое изящное лицо с легкой улыбкой на губах. «Лин Юйлин». Хань Ли воскликнул, увидев лицо под капюшоном. Это была прекрасная культиваторша Дворца звезд, которую он спас много лет назад за пределами небесного звездного города. Хань Ли почесал нос, и на его лице появилась улыбка. «Не думала, что ты узнаешь меня после стольких лет разлуки, я чувствую себя чрезвычайно гордой. Кроме того, я должна поздравить тебя с продвижением к стадии зарождающейся души». Лин Юлин улыбнулась, оценивая Хань Ли, и на ее лице появилось удивление. Хотя она также не смогла установить уровень культивации Хань Ли, она знала, что его уровень культивации не уступал ее собственному. После этого улыбка на ее лице стала еще теплее и привлекательнее. «Ты слишком добра, госпожа Лин. Разве ты сама не перешла на стадию зарождающейся души?» Лин Юлин улыбнулся, но не сразу ответила. Вместо этого она повернула голову и проинструктировала холодным голосом: «Вы, ребята, идите вперед. Я должна поговорить с господином даосистом Ханем лично. Я вас позже догоню». «Да, старейшина». Другие культиваторы Дворца звезд почтительно поклонились, услышав ее приказ. Судя по их послушанию и выражениям на лицах, было ясно их трепетное отношение к этой старейшине. Увидев это, Хань Ли был немного удивлен, но выражение его лица осталось неизменным. Эти культиваторы продолжили свой путь во главе с пожилым мужчиной на поздней стадии формирования ядра, и в мгновение Ика исчезли вдалеке. Лин Юлин повернулась к Хань Ли и вздохнула. «Извини за это, брат Хань. Я получила приказ укрепить остров, на который напала коалиция звездопада, поэтому я не смогу оставаться здесь слишком долго. По дороге сюда я слышал, что Дворец звезд снова вступает в бой с коалицией звездопада. Неудивительно, что ты обременена этими обязанностями», — медленно ответил Хань Ли. Услышав это, на лице Лин Юлин появилась кривая улыбка. Однако она быстро переключила свое внимание на Хань Ли, и на ее лице появилось своеобразное выражение. Немного поколебавшись, она спросила: «Брат Хань, ты ведь вышел за пределы ранней стадии зарождающейся души, не так ли?» В ответ Хань Ли усмехнулся и дал двусмысленный ответ: «Ха-ха, я только немного продвинулся вперед. С твоей способностью это только вопрос времени, прежде чем ты превзойдешь свой нынешний уровень культивации». Выражение Лин Юлин слегка дрогнуло, услышав это, а в ее сердце прокатились волны шока. Для нее было невероятным, что Хань Ли уже стал культиватором на средней стадии зарождающейся души. Прошло всего менее 200 лет с тех пор, как они в последний раз встречались, но Хань Ли прошел путь от стадии формирования ядра до стадии зарождающейся души. Это было просто неслыханно.
Немного помолчав, Лин Юлин наконец сумела собраться силами и продолжить разговор, но на ее лице все еще была зависть. «Похоже, твой талант необыкновенен, брат Хань. Подумать только, ты смог сделать такое радикальное улучшение за такое короткое время, я действительно в восторге. Мне просто повезло получить подходящие возможности», Хань Ли дал еще один неоднозначный ответ. Лин Юйлин больше не хотела останавливаться на этой теме и спросила с улыбкой на лице: «Ты прибыл сюда зачем-то, брат Хань? Я буду рада предложить свою помощь, если потребуется. Я хотел бы отправиться в путешествие во внешнее звездное море, поэтому я надеялся использовать транспортную формацию Дворца звезд». Хань Ли не пытался скрыть свои намерения. «Тогда тебе повезло встретиться со мной, брат Хань. Из-за того, что мы пытаемся защититься от проникновения культиваторов Дворца звезд, большинство транспортных формаций, которые ведут во внешнее море, были закрыты. В настоящее время используются только два. Я дам тебе кулон, и с ним тебе будет предоставлен доступ к транспортным формациям». Лин Юйлин нежно улыбнулась Хань Ли, и казалось, ее поведение было идентично настоящей красотке. Однако то, как она говорила и действовала, ни в коем случае не было женским. Сочетание этих двух качеств добавило ей уникального и неописуемого очарования. На своем нынешнем уровне культивации Хань Ли, естественно, был невосприимчив к эффектам красоты Лин Юйлин. Кроме того, он был уверен, что сможет позаботиться об охранниках и ограничениях, стоящих между ним и транспортной формацией, которой он хотел получить доступ. Однако всегда было хорошо избегать подобных неприятностей и помех. Таким образом, Хань Ли принял кулон с улыбкой на лице. Они еще немного поболтали, а затем Хань Ли попрощался с Лин Юйлин и полетел к огромному острову вдалеке, превратившись в полосу лазурного света. Лин Юйлин посмотрела в направлении, в котором исчез Хань Ли, и улыбка на ее лице постепенно исчезла. Она опустила голову и на мгновение задумалась, а затем внезапно похлопала по сумке для хранения, вызвав серебряный талисман для передачи голоса. Она сказала что-то тихим голосом в талисман, а затем подкинула его в воздух. Талисман превратился в шар света и исчез в воздухе. Сделав все это, Лин Юйлин слабо вдохнула с смиренным выражением лица, а затем снова накинула капюшон. Затем она превратилась в полосу света и стала догонять подчиненных, которые улетели вперед. После того, как Лин Юйлин улетела вдаль, в воздухе вспыхнул серебряный свет, а из воздуха возникла лазурная фигура. Она повернулась в направлении, куда улетел талисман передачи голоса, и снова исчезла из виду. 10 минут спустя, в определенном месте, в нескольких десятках километров, в воздухе парил человек. Этот человек был никто иной, как сам Хань Ли. В настоящее время он сложил руки за спиной и совершенно ничего не делал. Перед ним внезапно вспыхнула человекоподобная марионетка. Она подняла руку и показала что-то вроде огненной змеи, которая извивалась на его ладони. Тем не менее, он была запечатана в шаре серебряного света и не могла убежать. Хань Ли, вскинув бровь, протянул руку схватить огненную змею. Змея сразу взорвалась сам по себе, превратившись в бушующий огонь. Хань Ли быстро просмотрел огненный шар своим духовным чутьем, и на его лице появилось мрачное выражение. Холодный свет промелькнул в его глазах, прежде чем он внезапно соединил 5 пальцев, сокрушая огненный шар. Он повернулся к массивному острову, на котором находился небесный звездный город, и его глаза сузились. «Значит, все в море рассеянных звезд знают, что небесный котел у меня. Похоже, мне понадобится маскировка», — пробормотал себе под нос Хань Ли. Его лицо было затем резко окутано слоем света, делая черты его лица расплывчатыми и нечеткими. В то же время по всему его телу раздался треск, заставив его увеличиться в росте. Некоторое время спустя он превратился в крепкого человека с темной кожей. Он убрал свою марионетку и полетел к небесному звездному городу. Без ведома Хань Ли, в тот момент, когда он сокрушил талисман передачи голоса, некто, сидевший в тусклой подземной пещере священной горы небесного звездного города, был предупрежден о том, что он сделал. Марионетка внезапно поднялась на ноги, изобразив хватательное движение. Пятна огненного света появились в воздухе поблизости, сойдясь воедино, образуя тот же огненный шар, который только что раздавил Хань Ли. Марионетка просмотрела информацию в огненном шаре своим духовным чутьем, а затем щелкнула рукой, заставив огненный шар исчезнуть, что происходит. Почему Юлин использует талисман сохранения голоса, который мы ей дали? Эти талисманы очень редкие, и она не стала бы использовать их без веской причины. С ней что-то случилось. Она только что покинула небесный звездный город, и с другого угла пещеры вдруг раздался голос. Голос был очень приятным и соблазнительным, и это звучало так, будто говорила молодая женщина. Она в порядке. Просто она встретила довольно интересного человека поблизости и предупредила нас об этом. Она хочет, чтобы мы попытались завербовать этого человека на нашу сторону. Ответила первая марионетка.
Однако ее голос был немного медленным и жестким, словно она говорила крайне редко. «А кто это?» Нечасто у Юлин появляется интерес к кому-либо. Сердце женщины сразу же успокоилось, когда он узнал, что Лин Юлин не была в опасности. Таким образом, у нее появилось любопытство к этому интересному человеку, о котором шла речь. «Ты помнишь, что случилось с небесным котлом более 100 лет назад, верно?» «Конечно, помню. Этот человек как-то связан с котлом?» — спросила женщина с оттенком удивления в голосе. Человек, который выхватил котел прямо под носом у Мэна Хуци и Ван Тиньмина, и тот, кто спас Юлин в прошлом, один и тот же человек. Теперь он прибыл за пределы нашего небесного звездного города и хочет использовать нашу транспортную формацию, чтобы добраться во внешнее море. Юлин наткнулась на него пути сюда, пояснил мужчина. Понятно. Если я правильно помню, фамилия этого человека, кажется, Хань, и тогда он был всего лишь культиватором формирования ядра. Как он заслуживает вербовки? Женщина была довольно озадачена. Хе-хе, возможно, ты не поверишь этому, но Юлин подозревает, что этот человек уже стал культиватором средней стадии зарождающейся души. Если это действительно так, то этот человек обладает действительно необычайным талантом, усмехнулся мужчина. Женщина, казалось, была очень хорошо знакома с ситуацией в Великом Цине и сразу же сказала, когда небесный котел был впервые взят из зала небесной пустоты, мы послали людей, чтобы исследовать человека, который получил котел. Они определили, что он, скорее всего, был иностранным культиватором, который вернулся туда, откуда он пришел после этого события. Неужели он культиватор из какой-то крупной секты в Великом Цине? В противном случае, даже если он необычайно талантлив, без поддержки большой секты он никак не смог бы стать культиватором на средней стадии зарождающейся души за такой короткий промежуток времени. Глава 1133. Эссенция божественного света. Независимо от того, является ли он культиватором с Великого Дзиня, тот факт, что он смог забрать небесный котел, является достаточным показателем его сил. Если бы не тот факт, что эссенция божественного света, которую мы культивировали, отвергает сокровище 5 элементов, и что фрагмент карты небесной пустоты не работает для культиваторов поздней стадии зарождающейся души, как духовное сокровище могло попасть в руки иностранного культиватора. На лице мужчины появилось несчастное выражение. Однако, услышав это, женщина наигранно улыбнулась и сказала: «Полное владение эссенцией божественного света позволило бы нам использовать силу 5 элементов, раз мы не смогли найти сокровище 5 элементов. Мы можем только винить себя в том, что упустили эту возможность». После долгого молчания мужчина сказал извиняющимся голосом: «Действительно. Если бы я знал, что это произойдет, я бы не потащил тебя с собой культивировать эту эссенцию божественного света. Это моя вина». Женщина спокойно покачала головой и сказала: «Это не твоя вина. Если бы мы не пытались найти короткий путь, мы бы никогда не смогли перейти на стадию божественной трансформации. Как бы то ни было, если бы не использовали его в последний момент, мы с тобой не смогли достигнуть стадии божественной трансформации. По крайней мере, наша продолжительность жизни была бы продлена более чем на 1000 лет». Действительно. Кто бы мог подумать, что духовный корень 5 элементов необходим для культивации эссенции божественного света до последней стадии. Если бы кто-то действительно обладал таким духовным корнем, он, скорее всего, даже не смог бы достичь стадии заложения основы и формирования ядра, не говоря уже о стадии зарождающейся души, так как бы они смогли культивировать эссенцию божественного света. Неудивительно, что это искусство культивации было создано так давно, но никто так и не смог успешно его культивировать. Я смог достичь стадии зарождающейся души в течение 500 лет, и, по моему мнению, моя способность культивировать определенно не уступает прошлым мастерам Дворца звезд. Мне даже удалось преодолеть так называемые 3 непреодолимых препятствия для культивации эссенции божественного света, но я никогда не думал, что пострадаю от такой судьбы. Древний культиватор, который изобрел эссенцию божественного света, явно преднамеренно установил это в качестве ловушки, в которую я попал. Я не знаю, каковы были его намерения создать такое искусство культивации. Если бы я знал обо всем этом заранее, я бы никогда не стал пробовать это проклятое искусство культивации. Говоря это, голос мужчины становился все более и более взволнованным, что явно указывало на то, что он был чрезвычайно обижен на создателя этой эссенции божественного света. Женщина тяжело вздохнула, немного помолчав, предложила несколько слов утешения. «Пусть будет так. Независимо от того, было ли это искусство культивации изобретено древним культиватором как шутка, хорошо, что мы обнаружили эти вещи в самый последний момент и не пошли по этому пути. В противном случае, если бы мы продолжили культивировать на горе сущности, сила 5 элементов в наших телах взорвалась бы, и мы бы умерли. Если подумать, мы должны поблагодарить архиепископа 6 путей Ивана Сангу.
Если бы они не заставили нас раньше выйти из уединения, мы бы никогда этого не заметили. Не стоит даже вспоминать о них. Если бы не ограничение горы эссенции, я бы штурмовал их базу и убил бы их всех давным-давно. Кроме того, эта проблема не та, которую мы не можем решить. Голос мужчины стал немного странным, когда он говорил это. Что ты имеешь в виду? Ты действительно нашел способ изменить наши духовные корни? Женщина невольно взволновалась, услышав это. Немного поколебавшись, мужчина сказал: «С тех пор, как мы обнаружили эту проблему, я перечитывал все древние томы в прошлом столетии, пытаясь найти способ преодолеть эту проблему. В процессе я обнаружил древнюю духовную силу, которую мы могли бы использовать. Эта техника не может полностью изменить духовный корень, но она включает в себя помещение сокровища с чистыми элементами через кровавое жертвоприношение, таким образом используя его для замены отсутствующего духовного корня, чтобы получить контроль над силами 5 элементов». Все так просто? Женщина была шокирована, услышав это. Конечно, есть определенные условия, которые должны быть выполнены в отношении жертвенного процесса и используемых сокровищ, но для нас это не проблема. Самое главное, этот метод может дать нам контроль только над силой одного элемента, но мы не сможем пожертвовать вторым сокровищем. В противном случае наши зарождающиеся души не смогут справиться с наплывом силы, и наше физическое тело также разрушится из-за ответной реакции. Таким образом, если у нас не будет 4-элементных духовных корней, этот метод для нас не сработает, сказал мужчина. Понятно. Тогда это действительно бесполезно для нас, поскольку у нас только 2 элементных духовных корня. Сердце женщины дрогнуло, услышав это. Пламя надежды, которое только что вспыхнуло в ее сердце, снова погасло. Пусть будет так. Мы должны перестать так зацикливаться на освоении эссенции божественного света. Даже если бы были другие способы решения этой проблемы, у нас мало времени, учитывая оставшуюся продолжительность нашей жизни менее 100 лет. Давайте больше сосредоточимся на Юйлин. После наших совместных усилий она, наконец, перешла на стадию зарождающейся души. Как только ее база культивации укрепится еще через несколько десятилетий, мы наделим ее нашей силой, чтобы принудительно перенести ее на среднюю стадию зарождающейся души. В этом случае, с этой базой культивации она сможет принять дворец звезд. Конечно, мы должны избавиться от архиепископа 6 путей Иван Сангу. Голос женщины при упоминании этих врагов внезапно стал холодным и неприступным. Для нас не составит труда избавиться от этих двоих, если мы поставим нашу жизнь на карту, небрежно сказал мужчина. Что нам делать с этим культиватором с фамилией Хань? У него есть небесный котел, и он может быть культиватором на средней стадии зарождающейся души. Когда мы с тобой покинем этот мир, он может оказаться чрезвычайно изменчивым элементом в морях рассеянных звезд. Судя по тону передачи голоса Юйлин, она, похоже, производит на него довольно хорошее впечатление. Женщина была довольно нерешительной. Он культиватор средней стадии зарождающейся души, обладающий исключительными способностями. Он действительно заслуживает вербовки, если это возможно. Посмотрим, захочет ли он присоединиться к нашему дворцу звезд. Если он это сделает, то все будет гладко. Кроме того, мы можем использовать его небесный котел, чтобы Юйлин прорвалась к средней стадии зарождающейся души, и мы дадим ему некоторые другие сокровища в качестве компенсации. Если он не захочет присоединиться к нам, тогда нам будет нужно просто убить его. Холодным тоном сказал мужчина. Кажется, это единственный путь. Женщина слабо вздохнула, но не высказала возражений. Однако этот талисман сохранения голоса уже был уничтожен один раз, поэтому он должен знать, что мы ищем его. Обычные старейшины не смогут починить его, так что, похоже, нам придется лично навестить его, равнодушным голосом сказал мужчина. Даже если он обладает духовным сокровищем, он всего лишь культиватор на средней стадии зарождающейся души, нам не нужно лично пытаться починить его. Я могу сама позаботиться о нем. На горе сущности он неопределенно не соперник, даже если он находится на поздней стадии зарождающейся души. Женщина была очень уверена в своих силах. Хорошо, это тоже работает, но ты должна быть осторожна. Все-таки у него есть небесный котел, мужчина не возражал против ее плана действий. Пока это сокровище 5 элементов, его сила будет сильно ослаблена перед моей эссенцией божественного света, так о чем ты беспокоишься? Женщина небрежно хихикнула. На этот раз мужчина в пещере не ответил. Он прекрасно знал, о чем говорила женщина. В этот момент Хань Ли уже прибыл в небесный звездный город. Город действительно оправдывал свое название города номер 1 в море рассеянных звезд. Хань Ли смог легко найти недостающие материалы на здешних рынках. Он также продал несколько сокровищ, которые были бесполезны для него, заработав большое количество духовных камней, а затем осел в гостинице. Видя, что Лин Юйлин уже знал о том, что у него есть небесный котел, он, естественно, не собирался идти прямо к транспортной формации с этим кулоном.
Вместо этого он собирался проникнуть ночью в дворец звездного неба. Если бы не тот факт, что небесные звездные мудрецы охраняли транспортные формации, он, естественно, не стал бы опасаться охранников там. Конечно, если бы эта легендарная пара действительно появилась, было бы еще неизвестно, смогут ли они на самом деле остановить его. Чтобы привлечь наименьшее количество внимания, он преднамеренно выбрал небольшую гостиницу и раскрыл уровень своей культивации до средней стадии формирования ядра. Таким образом, менеджер гостиницы, культиватор уплотнения ЦИ, естественно, очень уважительно отнесся к Хань Ли, предложив ему лучшую комнату в своей гостинице. Той ночью Хань Ли выскользнул из гостиницы, и никто не заметил. Он по-прежнему помнил местонахождение Дворца Звездного Неба и выстрелил прямо туда, где он находился, на массивной горе. По пути большинство охранников, с которыми он столкнулся, находились на стадиях уплотнения УИ и заложения основ. Также был культиватор формирования ядра, но Хань Ли все равно смог легко пробраться мимо них. Он в мгновение ока добрался до 50-го уровня священной горы, на котором массивный дворец. Прошедшее время не оставило никаких следов на дворце. Он был таким же, как когда Хань Ли видел его в прошлом. Чувство ностальгии нахлынуло в сердце Хань Ли, и когда он собирался задействовать секретную технику, чтобы прорваться через ограничения на дверях, выражение его лица внезапно изменилось, и он тут же исчез. Некоторое время спустя вдалеке показалось несколько человекоподобных фигур. Их тела были довольно расплывчаты, почти полностью сливаясь с темнотой. Без тщательного изучения, используя свое духовное чутье, было невозможно заметить их. Кто эти люди? Они из коалиции звездопада. Хань Ли с удивлением и любопытством смотрел на этих людей. Этих культиваторов уже можно было считать достаточно могущественными. Среди них было 4 культиватора заложения основ и 2 культиватора формирования ядра, но с ними также был культиватор уплотнения ЦИ 3 или 4 слоя. Все их лица были скрыты слоем серой ЦИ, словно они пытались скрыть свою внешность от посторонних глаз. Однако 2 культиватора формирования ядра, которые явно были лидерами, были мужчиной и женщиной. Хань Ли сразу же потерял интерес, обнаружив, что среди них не было культиваторов зарождающейся души. Таким образом, он не стал использовать свое духовное чутье, чтобы определить, как выглядели эти люди. Все, что он делал, это стоял в воздухе, глядя со скрещенными руками. Эти люди в мгновение ока подошли к двери во дворец звездного неба, а затем одновременно остановились. Один из культиваторов формирования ядра внезапно перевернул руку, на которой поверх его ладони появилась зеленая пластинка. Он мягко наложил на нее небесную технику, и пластинка формации начала излучать слабый белый свет. Другая женщина стадии формирования ядра также перевернула руку, вытащив маленький желтый флаг. Она взмахнула им в воздухе, и из флага быстро вырвалось облако желтого тумана, мгновенно окутавшее их группу внутри. Сразу же после этого облака тумана и группа этих людей исчезли. Хань Ли слегка запнулся, а затем на его лице мелькнуло удивление при виде желтого флага. Глава 1134. Перехват. Хань Ли казалось, что ему знаком этот флаг формации. Казалось, он когда-то обладал таким сокровищем, но потом передал его кому-то другому. Однако это был не повод для тревоги. Освоив технику создания инструментов, создать подобные низкоранговые сокровища было не проблемой. Несмотря на это, Хань Ли все еще была интересна эта женщина на стадии формирования ядра. Их группа, казалось бы, исчезла в воздухе, но такая посредственная техника сокрытия была совершенно бесполезной перед духовным чутьем Хань Ли. В его глазах вспыхнул синий свет, мгновенно пронзив слой серой ЦИ, закрывающий лицо женщины. На лице Хань Ли мгновенно появилось своеобразное выражение. В этот момент 2 звезды света, одна лазурная и одна желтая, вылетели из небесного звездного дворца. Казалось, сработало какое-то ограничение, и из-за дверей дворца донесся звук шагов, после чего изнутри медленно появлялся культиватор в белом халате. Это был высокий, худой мужчина, лет 40. На его лице было мрачное выражение, а уровень его культивации был на стадии формирования ядра. Этот человек явно был культиватором Дворца Звезд, которому было поручено охранять его. Он вышел из дворца и осмотрелся, не обнаружив никого. После этого выражения его лицо потемнело с оттенком недовольства на лице. Вспыхнул желтый свет, и тот мужчина стадии формирования ядра, что скрывался, добровольно показал себя. Серая ЦИ на его лице поблекла, обнажая грациозные и утонченные черты среднего возраста. Человек в знак приветствия сжал кулак и с уважением спросил: «Брат Чжан, все в порядке? Сможем ли мы с женой телепортироваться сегодня вечером?» «Господин Даосист Тянь, если у вас достаточно духовных камней, с телепортацией нет проблем. Вся охрана транспортных формаций делают то же самое.
Вы беспокоитесь, что я заберу свои слова назад и откажусь предоставить вам доступ к телепортации. Выражение лица культиватора Звездного дворца стало более добрым после появления человека, но он все еще говорил довольно холодным и невежливым тоном. Конечно, нет, я полностью доверяю вам, брат Чжан. Просто моя дочь действительно серьезно заболела, и мы должны отправиться в открытое море, чтобы найти демоническое ядро белой янской рыбы, чтобы спасти ее жизнь. Ситуация не терпит отлагательств, и мы не можем позволить себе откладывать, сказал грациозный мужчина с улыбкой. Затем он махнул рукой в определенном направлении позади него. Послышался легкий треск, после чего шар желтого тумана рассеялся, обнажив оставшихся членов группы. Все культиваторы заложения основ открыли свои лица, только лица культиваторши формирования ядра и худая культиваторша стадии уплотнения ЦИ все еще были скрыты серой ЦИ. Это должно быть ваша жена. Я много слышал о вас, лунная дева. Культиватор Дворца Звезд полностью игнорировал других культиваторов заложения основ, а все его внимание было направлено на культиваторшу формирования ядра. Его взгляд несколько раз просканировал ее лицо, и он даже улыбнулся едва заметной улыбкой. Спасибо вам за это, господин Даосист Чжан. Я никогда не забуду вашу поддержку. Голос женщины был очень нежным и деликатным, но она говорила так, чтобы это не звучало ни надменно, ни скромно. Жаль, что лунная леди отказывается показывать твое лицо здесь. Должен сказать, я немного разочарован. Пойдемте со мной. Культиватор Дворца Звезд усмехнулся, а на его лице появилось слегка задумчивое выражение. Однако он тут же повернулся и вошел во дворец. Изящный мужчина переглянулся с культиваторшей формирования ядра, а затем вошел во дворец с женщиной стадии уплотнения ЦИ, которая шла между ними. 4 культиваторов заложения основ явно были их учениками, и они поспешно последовали за своими хозяевами. Конечно, никто из культиваторов не заметил, как лазурный свет внезапно снова вспыхнул за пределами дворца. Незадолго до того, как ограничение было восстановлено, вместе с ними вошла еле заметная фигура, которую они не могли обнаружить из-за своего слабого уровня культивации. Фигура двигалась совершенно беззвучно и скрытно, как будто он был не более чем струйкой дыма. Пройдя через запутанную систему коридоров, все прибыли в зал, внутри которого было много транспортных формаций. В зале их ждал пожилой мужчина с нежным лицом, как у младенца. Как только группа людей вошла, холодный свет вспыхнул в глазах пожилого человека, а затем снова отступил. Это все верно. 7 человек — это нужное число для одной партии. Равнодушно сказал пожилой мужчина. Действительно, это те даосисты, которые хотят сейчас телепортироваться. Господин даосист Тянь, на какой остров вы бы хотели отправиться? Культиватор Дворца Звезд сначала ответил на вопрос пожилого человека, а затем повернулся, чтобы спросить мужчину позади него. Мы отправимся на остров Серебряной Акулы. Из-за того, что там был обнаружен рудник высокоранговых духовных камней, большинство культиваторов в открытом море отправились на этот остров. Возможно, мы сможем найти демоническое ядро белой янской рыбы, немного поколебавшись, сказал мужчина. В то же время его взгляд скользнул по ряду транспортных формаций и остановился на одной из них. «Брат Хуан, отключи ограничения для этой транспортной формации». «Господин даосист Хань, пришло время заплатить», невозмутимо сказал изящный культиватор Дворца Звезд. «Конечно». После того, как пожилой человек применил несколько небесных техник, чтобы убрать барьер белого света вокруг транспортной формации, сердце грациозного человека забилось от восторга. Он немедленно снял с пояса сумку для хранения и бросил ее культиватору Дворца Звезд. Последний схватил сумку и просмотрел его содержимое своим духовным чутьем, после чего на его лице появилось довольное выражение. «Все в порядке. Вот, это ваши талисманы для телепортации». Проверив количество духовных камней в сумке для хранения, культиватор Дворца Звезд не стал их задерживать и вытащил 7 талисманов для телепортации. Изящный человек принял талисманы, а затем раздал по одному каждому в своей группе. Затем культиватор Дворца Звезд проводил их в транспортной формации, на которой его взгляд остановился прежде. Эта транспортная формация засветилась белым светом и выглядела вполне обычно. А смелости тебе не занимать. Как ты смеешь телепортировать людей в дальнее море за моей спиной? Ты не боишься, что в инфорсеры зала будут хлестать тебя молниеносными кнутами? Внезапно раздался женский голос. Он был не очень громким, но он взорвался, как раскаты грома в сердцах всех присутствующих культиваторов. Лицо культиватора Дворца Звезд и пожилого мужчины сразу же стали смертельно бледными. Изящный мужчина и культиваторша формирования ядра были на мгновение ошеломлены, а затем резко повернулись. Свет вспыхнул на их телах, окутав хрупкую культиваторшу стадии уплотнения ЦИ как в кокон, а затем они ринулись в транспортную формацию. Раздался мощный грохот, и яркая полоса света внезапно пролетела в воздухе из одного угла зала,
появившись перед транспортной формацией в мгновение ока. Духовный свет пронесся по воздуху, с легкостью отбрасывая синие и красные полосы света. Две световые полоски пролетели на 70-80 футов, а затем рассеялись, обнажив растрепанные фигуры грациозного мужчины и культиваторши формирования ядра. Оба они были мертвецки бледными, извергая глотки крови. Напротив, женщина уплотнения Ци, которую они стремились защитить, была полностью невредимой. В этот момент серая Ци, скрывающая лица двух женщин, исчезла одновременно, раскрывая их истинные черты. Похоже, что культиваторше формирования ядра было лет 25-26, а еще кожа была кожей светлой и тонкой, как теплый нефрит. Она была изысканной красавицей. Женщине рядом с ней, находящейся на стадии уплотнения Ци, было лет 15-16, у нее был болезненный цвет кожи, а сама она была очень худой. Однако, присмотревшись повнимательнее, можно было увидеть, что черты ее лиц были поразительно похожи на черты лица культиваторши формирования ядра. Кроме того, ее глаза были чисты, как вода, и даже в такой ужасной ситуации на ее лице не было особой паники или тревоги. Мы отдаем дань уважения мастеру дворца. Два культиватора Дворца Звезд полностью окаменели, увидев эту полосу света, и сразу же упали на колени. Услышав это, два культиватора формирования ядра переглянулись между собой и увидели на лице друг друга панику и шок. Сначала они надеялись, что смогут сбежать от этой женщины, но эта надежда была полностью разрушена. Они стояли на месте, не в силах даже набраться смелости и сбежать. Прямо в этот момент в углу вспыхнул свет, и появилась гибкая и грациозная фигура, которая в следующее мгновение зависла в центре зала. Это была женщина в белом халате, одетая в белый шарф, закрывавший половину ее лица. Ее глаза были яркими, как звезды, а брови были тонкими и длинными. Она явно была еще одной потрясающей красоткой. Однако эта женщина даже не взглянула на культиваторов, собравшихся вокруг транспортной формации. Вместо этого она перевела свой взгляд на вход в зал и сказала: «Господин Даосист Хань, почему вы крадетесь в присутствии этих младших? Не будете ли вы так любезно представить себя и поговорить со мной?» Ее слова сразу же вызвали волну шока в сердцах других присутствующих культиваторов, и все они одновременно повернулись в том направлении, куда женщина назвала. В их глазах там не было ничего, кроме пустого пространства. Разве там мог быть кто-то? Пока все были в состоянии подозрения и недоумения, из этого места вдруг раздался тихий смешок. Я и не думал, что смогу встретить здесь одного из небесных звездных мудрецов. Вы ведь пришли сюда не только для того, чтобы встретиться со мной. Как только этот голос стих, вспыхнул лазурный свет, и из воздуха появился культиватор в лазурной одежде. Он сложил руки за спиной и смотрел на женщину перед ним с оттенком улыбки на лице. Этот человек был никто иной, как Ханьли. Женщина осмотрела тело Ханьли своим духовным чутьем, и выражение ее лица резко изменилось. Волна недоверия прокатилась по ее ярким глазам, когда она воскликнула: «Поздняя стадия зарождающейся души». Эта женщина, естественно, была той женщиной в пещере Священной горы. Все остальные в зале были поражены, услышав слова «поздняя стадия зарождающейся души». Половина из них была культиваторами формирования ядра, но встреча с культиватором зарождающейся души для них все еще была редкой возможностью, а встреча с культиватором с поздней стадией зарождающейся души была чем-то, чего почти никогда не происходило. Однако не только один из небесных звездных мудрецов только что появился перед ними, но и появился еще один неизвестный культиватор на поздней стадии зарождающейся души. Они почувствовали, что все это сон. Среди всех присутствующих культиваторов женщина на стадии формирования ядра, называемая лунной девой, при виде Ханьли была ошеломлена больше всех остальных. В шоке она открыла рот, услышав, что Ханьли стал культиватором поздней стадии зарождающейся души, и она не поверила своим ушам. В обычных обстоятельствах ее реакция привлекла бы внимание людей рядом с ней. Тем не менее, все культиваторы были полностью сосредоточены на этих двух культиваторах поздней стадии зарождающейся души, поэтому ни у кого не было лишних умственных способностей, чтобы обратить внимание на ее реакцию. Как ни странно, молодая женщина на стадии уплотнения Ци была первой и единственной, кто заметил ее ошеломленное выражение лица. Из-за того, что ее культивация была ничтожно мала, стадия формирования ядра и зарождающейся души далеко превосходили ее пределы, чтобы вызвать какую-либо реакцию. После реакции женщины формирования ядра она невольно взглянула на Ханьли с любопытством. «Вы действительно Ханьли». Спокойное и собранное выражение небесного звездного мудреца уже исчезло и было заменено особенно серьезным. «А как вы думаете? Вы ждали здесь какого-то другого человека?» Ханьли не дал прямого ответа. Вместо этого он смело взглянул на женщину перед собой с легкой улыбкой на лице. Глава 1135. Осторожность. Женщина смотрела прямо на Ханьли, не показывая никакой слабости, но в ее сердце бушевали волны шока.
Она думала, что Хань Ли станет легкой добычей для нее, но он оказался намного сильнее, чем она ожидала. Таким образом, она потеряла былую решительность. Благодаря эссенции божественного света и священной горе, она была уверена, что у нее будет хотя бы 70% шанс на победу, если начнется битва. Однако для нее было бы почти невозможно убить или поймать Хань Ли самостоятельно. Если бы она попыталась сделать это, была наибольшая вероятность того, Хань Ли сможет сбежать, и после этого Дворец Звезд заработал бы себе врага на стадии зарождающейся души. Таким образом, даже будучи одной из небесных звездных мудрецов, она не смела действовать опрометчиво в этой ситуации. Таким образом, и Хань Ли, и женщина молчали. Весь дворец сразу же окутала напряженная атмосфера, которая поразила всех ощущением удушья. Внезапно лицо Хань Ли потемнело, и он поднял руку, изображая хватательное движение. Во вспышке духовного света появилась большая лазурная рука. Рука взлетела в воздух, как молния, вырвав полоску огненного света из воздуха, а затем крепко сжал ее в ладони. При виде этого женщина подняла брови, и в ее глазах мелькнуло удивление. «Я бы посоветовал вам не отправлять талисманы передачи голоса, госпожа. Я не хочу, чтобы на меня одновременно напали два культиватора с уровнем культивации, равным моему. Насколько я знаю, я ничего не сделал, чтобы оскорбить Дворец Звезд, так откуда у вас столько враждебности ко мне?» Холодным голосом спросил Хань Ли. В то же время слой лазурного пламени всплыл вдоль большой лазурной руки, испепелив полоску огненного света в ничто. «Кажется, произошло недоразумение, господин даосист Хань. Я не собираюсь причинять вам вред. Я просто пытаюсь выразить свою благодарность вам за то, что вы спасли мою дочь несколько лет назад», немного помолчав, с улыбкой на лице сказала женщина. Тяжелая атмосфера во дворце внезапно разрядилась ее словами. «Дочь? Неужели госпожа Лин это?» Хань Ли слегка запнулся, а затем, казалось, он все понял. Выражение его лица также ослабло в ответ. Он знал, что истинное намерение этой женщины явно не в том, чтобы выразить ему благодарность, но он решил разрядить ситуацию, подыграв ее лжи. Хань Ли не считал большой проблемой вовлекать в битву культиватора поздней стадии зарождающейся души. В конце концов, он убивал культиваторов на поздней стадии зарождающейся души в прошлом, и теперь, когда он сам достиг этой стадии культивации, он был гораздо более могущественным, чем когда-либо. Однако в то же время он не был заинтересован в том, чтобы создавать врагов везде, куда бы он ни шел. Кроме того, он в настоящее время находится в небесном звездном городе и, естественно, довольно осторожно относится к эссенции божественного света. Похоже, вы уже догадались, Юйлин — наша единственная дочь, и если бы не ваша помощь в прошлом, она, скорее всего, уже погибла бы. Мой компаньон и я всегда были очень благодарны вам, теплым голосом сказала женщина. Неудивительно, что способности госпожи Лин настолько исключительны, оно и понятно, она дочь небесных звездных мудрецов. Хань Ли улыбнулся в ответ. Конечно, вы шутите, брат Хань. С точки зрения способностей культивации, вам никто не ровня. Вы прошли путь от стадии формирования ядра до стадии поздней зарождающейся души менее чем за 200 лет. Это просто неслыханно. За всю историю не было ни одного человека, кто бы мог культивировать с такой феноменальной скоростью. Юйлин не может сравниться с вами. Женщина усмехнулась, покачав головой. Она ошеломлена безумной скоростью прогрессирования Хань Ли и пыталась косвенно побудить его показать, как он добился таких необычайных успехов. Хань Ли, естественно, мог читать это между строк и ощущать косвенные вопросы, которые она задавала ему, но он просто двусмысленно улыбнулся и больше не стал разговаривать на эту тему. «Я много слышал о двух небесных звездных мудрецах, и я хотел бы поболтать с вами, но у меня все еще есть важное дело, поэтому, боюсь, не смогу больше оставаться. Вы не против, если я использую транспортную формацию Дворца Звезд, не так ли?» Хань Ли взглянул на транспортную формацию, а затем перевел взгляд на женщину. «Конечно, нет. У меня здесь есть талисман гостевого старейшины, который вы можете взять, если хотите. Я знаю, что со вашим статусом вы бы на самом деле не хотели становиться гостевым старейшиной Дворца Звезд. Это просто то, что я одалживаю вам от своего имени и от имени моего компаньона Даа. С этим талисманом вы сможете использовать все ресурсы Дворца Звезд во внешних морях. Пожалуйста, примите это как знак нашей благодарности», — сказала женщина, согласившись на просьбу Хань Ли, и вытащила блестящий золотой талисман из сумки для хранения, а затем бросила ему. Хань Ли был довольно удивлен этим жестом и рефлексивно поймал этот золотой талисман, брошенный ему. Он мельком взглянул на него и ответил: «Спасибо за гостеприимство». Немного поколебавшись, Хань Ли положил талисман в свою сумку для хранения. В глазах женщины мелькнул легкий след восторга при виде того, что он принял талисман гостевого старейшины. Затем она воспользовалась этой возможностью и сказала:
Когда вы вернетесь из внешних морей, мы с моим компаньоном хотим официально пригласить вас присоединиться к нам в нашем месте культивации и обсудить некоторые события на нашем пути к стадии божественной трансформации. Вас это заинтересует? Стадия божественной трансформации. Я только что перешел на позднюю стадию зарождающейся души, и я хотел бы обменяться опытом культивации своего уровня, но мой главный приоритет на данный момент — это укрепить свою базу культивации. Однако, если у меня будет такая возможность, я обязательно посещу вас и вашего компаньона. Хань, немного подумав, все же отклонил ее приглашение с извиняющимся выражением. Культиваторы на поздней стадии зарождающейся души были чрезвычайно редки в человеческом мире, и возможность вести дискуссию с такими культиваторами была действительно редкой возможностью. Однако в этой ситуации таилась опасность. С его нынешним уровнем силы он был уверен, что сможет сразиться с несколькими культиваторами поздней стадии зарождающейся души и выйти из битвы невредимым. Однако это не означало, что в человеческом мире не было ничего, что могло бы представлять ему угрозу, кроме культиваторов стадии божественной трансформации. Если бы он не был осторожен, его легко могли поймать в ловушку какого-то древнего ограничения или мощной формации заклинаний. Если в этой ситуации на него нападет культиватор на поздней стадии зарождающейся души, результат может оказаться не в его пользу. Таким образом, он сразу решил эвфемистически отклонить ее приглашение посетить их место культивации. Услышав это, на лице женщины появилось легкое разочарование. Что касается того, скрывала ли она на самом деле скрытые мотивы в приглашении Хань Ли, даже сама она не была в этом уверена. Однако, поскольку Хан Ли отказал ей, она, естественно, не собиралась форсировать проблему. Вместо этого она просто перешла к другим темам разговора и продолжала дружески общаться с ним. Хань Ли дал ей несколько вежливых ответов, а затем ушел. Женщина не пыталась остановить его. Вместо этого она отошла в сторону, предоставив ему доступ к транспортной формации. В то же время она отодвинулась еще дальше, в сторону, давая Хань Ли знак уверенности, что она не собирается мешать его телепортации. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, и он зашагал вперед, не обращая на нее внимания. Два культиватора Дворца Звезд поспешно отошли в сторону, предоставив Хань Ли свободный проход к транспортной формации. Однако, когда они это сделали, пара на стадии формирования ядра предстала перед ним. Изящный человек тоже не смел ничего сказать и сразу же попытался оттащить свою дочь с пути Хань Ли. Однако, к его удивлению, культиваторша формирования ядра, с которой он был счастлив в браке более 100 лет, внезапно подошла к Хань Ли и почтительно поклонилась ему. Вэн Сиюэ выражает свое почтение старшему хану. Поздравляю с переходом на позднюю стадию зарождающейся души, старший. Если бы не ваша помощь много лет, меня бы здесь не было сегодня. Эта культиваторша формирования ядра была той самой женщиной, которая почти стала слугой Хань Ли во внешних звездных морях, Вэн Сиюэ. Сиюэ. Ты знаешь этого старшего. Изящный мужчина был изумлен. Хань Ли повернулся к женщине и спокойно сказал: «Давно не виделись. Я вижу, что ты также достигла стадии формирования ядра. Похоже, ты не ослабила свою культивацию. В противном случае, с твоими способностями тебе бы было трудно достичь этой стадии. Это все благодаря таблеткам, которые вы оставили мне, старший. В противном случае, я бы никогда не достигла стадии формирования ядра». С уважением ответила Вэнь Сиюэ. «Мы с твоим отцом старые знакомые, поэтому нет ничего удивительного, что я помог тебе. Нет необходимости в благодарности. Кажется, вы спешите во внешнее море. Можем путешествовать вместе. Эта женщина, моя знакомая, вы же не против, если я возьму этих людей с собой во внешнее море?» Хань Ли повернулся и спросил женщину. «Конечно, нет. Не стесняйтесь взять их с собой», — без колебаний ответила женщина. «Примите мою благодарность». Хань Ли кивнул, ничего не сказав Вэнь Сиюэ. Вместо этого он просто поднял ногу и каким-то образом появился на транспортной формации, сделав всего один шаг. Он явно только что использовал технику минимизации расстояния, которую могли использовать только культиваторы на поздней стадии зарождающейся души. Вэнь Сиюэ и другие были поражены этим, а затем повернулись к Хань Ли с трепетом и благоговением в глазах. Только глаза худой женщины стадии уплотнения ци загорелись от любопытства, когда она посмотрела на Хань Ли. Хань Ли наложил заклинание на край формации, а затем вытащил медальон большой транспортной формации. Как она засветилась белым светом, он повернулся к женщине с улыбкой и спросил: «Кстати, я, кажется, еще не спросил вашего имени. Не будете ли вы так любезны назвать его мне? Меня зовут Вэнь Цин». Изначально женщина была слегка озадачена этим вопросом, но потом ответила с улыбкой на лице. В этот момент Хань Ли исчез среди белого света, и было неизвестно, слышал ли он ее ответ или нет. Улыбка на лице женщины сразу исчезла. Она сказала ледяным голосом:
За предоставление им доступа к транспортным формациям вы оба получите 20 ударов молниеносных кнутов в качестве наказания. Если вы осмелитесь сделать это снова, я не буду так добра. Спасибо, что пощадили нашу жизнь, мастер дворца. Мы точно никогда не сделаем это снова. Два окаменевших культиватора Дворца Звезд сначала были в ужасе, но пришли в восхищение, услышав, какое наказание им назначила женщина. Они были в восторге, поскольку это наказание было намного менее суровым, чем они думали, хотя также были в ужасе от того, что от 20 ударов молний, скорее всего, они будут прикованы к постели на целый месяц. После вынесения этого приговора все тело женщины вспыхнуло светом, и она исчезла на месте.